Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Сегодняшний расклад я решила посвятить вашим вопросам моих подписчиков, моих клиентов, которые вы задавали мне лично, по поводу Российской Федерации, да, вообще будущие события в Российской Федерации до конца 2023 года. Мы сейчас с вами посмотрим, и я решила разделить данный расклад на несколько частей по вашим задаваемым вопросам. Самое большее количество это была вторая волна мобилизации. Первая часть будет о второй волне мобилизации, вторая часть будет касаться банки и деньги в целом, да, экономика в целом в Российской Федерации до конца 2023 года. Третья часть будет про социальные сети, и четвертый будет бонусный вопрос, но об этом позже. Итак, у нас сегодня с вами карта Безумной Луны Патрика Валенса, и мы начинаем. Первая часть про вторую волну мобилизации. Здесь у меня записаны вопросы. События ближайшего будущего в России касаемо второй волны мобилизации. Здравствуйте, карты. Скажите нам, пожалуйста, вот первый вопрос, один из первых вопросов, который задал мне мой клиент. Ведут ли уголовную ответственность за уклонение от призыва по второй волне мобилизации? Ведут ли уголовную ответственность за уклонение от призыва по второй волне мобилизации? Ведут ли уголовную ответственность от призыва за уклонение от призыва по мобилизации? Ведут ли уголовную ответственность за уклонение от призыва по второй волне мобилизации в 2023 году? Да, ведут. Тут больше у нас, во-первых, у нас больше старших арканов. У нас вышло колесо фортуны, королева пентаклей, туз кубков и луна. О чем вообще здесь идет речь? Давайте вот так сделаем, чтобы вам было видно. Колесо фортуны, королева пентаклей, десятка жезлов. Когда-то такое уже было. Когда-то давно, то, что было когда-то давно, что-то уже было, и оно вернется. Вернется, когда наказывали не только уголовной ответственностью, но и рублем. Как будто бы штрафовали вот за это. Такое ощущение, что вот еще вводились какие-то штрафы. И людям приходилось очень тяжело, тяжко, они прятались, да, эмоционировали очень сильно, потому как правительство ими манипулировало. Прям водило их за вот эти тонкие ниточки и веревочки. Во-первых, уголовную ответственность, да, введут за уклонение от призыва по мобилизации, по второй волне мобилизации в 2023 году. По десятке все возвращается, переходит на круги своя, на новую жизнь, но все возвращается, как было когда-то. Когда-то давно это уже было. Напишите мне в комментариях, когда это было, если вы знаете, да, то, что уголовную ответственность вводили. И когда-то такое уже было в нашей стране, либо в СССР, возможно, это было, да, и даже наказывали, возможно, денежкой, рублем. Людям было очень-очень тяжко и тяжело. Люди даже прятались, да, некоторые. Да, некоторые даже прятались. Здесь идет карта пятерка пентаклей, когда человек голый, абсолютно гол, как сокол, он пытается спрятаться, но всевидящее око как будто бы его находит. Человек очень сильно эмоционирует по тузу кубков. Туз кубков — это непередаваемые эмоции, льющиеся через край в данном случае, вместе с плохими картами, нехорошие эмоции, так как правительство, государство ими манипулировало, водило их за веревочки. И приходилось вот это делать. Вот то, что там было, вот когда-то это уже было, что было. Напишите в комментариях, если вы знаете об этом. Приходилось поступать так, как велит им государство. Прятались, но все равно их находили. Но это было очень давно. Но да, уголовная ответственность будет вводиться. Когда? Давайте узнаем. Карты, скажите нам, пожалуйста, когда будет введена уголовная ответственность за уклонение от призыва по мобилизации? Когда будет введена уголовная ответственность за уклонение от призыва по мобилизации в Российской Федерации? Когда будет введена уголовная ответственность за уклонение от призыва по мобилизации в Российской Федерации? Опять эти старшие арканы выпали, да? Колесо фортуны, император. Император не выпадал, вернее, император это у нас идет как
президент, да, но все-таки Российской Федерации, тот человек, который подписывает у нас, да, всяческие указы, законы и так далее. Верховная жрица, шестерка пентаклей, восьмерка жезлов и четверка жезлов. Но договор вот-вот уже будет подписан, вот-вот уже пойдут электронные повестки, и вот-вот будет введена уголовная ответственность по верховной жрице. Они не сразу нам скажут об этой новости, да, великолепной, скажут в самый последний момент, для того, чтобы люди сами просились к ним на войну, как это ни странно звучит, да, здесь уголовная ответственность введена для того, чтобы и не сразу нам скажут об этом введении уголовной ответственности, об этом скажут в самый последний момент, тогда, когда уже начнутся электронные повестки, тогда, когда люди будут заниматься своим делом, и здесь, видите, ворона, грач такой в руке, в клюве, такую посылочку, да, с собой везет, такое письмецо электронная повестка называется. И вот-вот уже будет заключен этот мирный договор. Четверки жезлов, это мирный договор, это договор какой-то, да, не мирный договор, простите, договор просто, да, какой-то будет заключен. Заключен этот закон, может быть, да, что это, я не знаю, может быть, у нас вообще, я не верю, что что-то имеет юридическую силу из этого, но тем не менее по верховной жрице это нам не сразу об этом скажут, да, то есть это будет как-то совершенно секретно, и потом опа и скажут. По шестерке пентаклей введена она будет для того, чтобы люди сами просились на войну, потому как не хотят сидеть в тюрьме, не хотят быть в отшельниках, да, не хотят, чтобы с ними случилось то же самое, что было когда-то, по колесу фортуны, опять-таки говорю, все возвращается, что было когда-то по указу императора всея Руси, по указу президента Российской Федерации, да, и как только электронные повестки начнут прибывать к людям, люди будут заняты совершенно другим делом, люди не будут об этом думать, вот тогда-то и начнется вот эта уголовная ответственность. Будет как раз подписан вот этот вот договор, закон, я не знаю, что это, да, об уголовной ответственности. Но скажут об этом не сразу, а в самую последнюю очередь. Не хотите идти защищать родину, то пойдете в тюрьму. По отшельнику. Отшельник — это тюрьма, закрытый человек в неком закрытом пространстве, либо в психиатрической лечебнице, либо в тюрьме человек, отброс общества, который сидит в уголке и не знает, что ему делать. Вроде бы и мыслит рационально, да, а что делать не знает, потому как все случилось так, как когда-то уже было в этой стране по указу президента, который был тогда, что-то уже было. Скажут нам об этом не сразу, хотят, чтобы люди сами шли к ним в руки. И как только электронные повестки начнут вручать, то тогда и будет введен этот закон. Вручать, когда будут электронные повестки, сейчас посмотрим. Когда начнутся основные вручения повесток, вызова в военкомат. Вот тогда-то и будет постепенно, не сразу, введена уголовная ответственность. Карты, скажите нам, пожалуйста, когда начнутся основные вручения повесток и вызова в военкомат на вторую волну мобилизации в Российской Федерации? Когда начнутся основные вручения повесток и вызова в военкомат на вторую волну мобилизации в Российской Федерации? Когда начнутся основные вызовы на вторую волну мобилизации в Российской Федерации? Смотрим первые карты, первую тройку. Семерка пентаклей, императрица и десятка мечей. Люди будут как-то загнаны в угол по императрице, по пентаклям, миру. Смотрите, здесь будет какое-то заключение некого мирного договора, но оно будет такое очень шаткой валкой, какое-то такое обманное заключение. Давайте начнем с нижних карт, так будет проще. Какое-то заключение дьявола с ангелом. Тут интересная карта детская такая идет, да. Ты поверил, что ли? Ну, ты как ребенок, прям, я не знаю, да. По Луне тут некие манипуляции и якобы заключение мирного договора с некой страной, ну, видимо, с которой воюет сейчас, да, Российская Федерация с Украиной, да, здесь якобы такое обманное заключение мирного договора, недолгое перемирие, когда остановятся бомбежки, когда остановится стрельба, пальба и так далее. России это для чего-то нужно.
Для того, чтобы такое ощущение здесь по десятке мечей загнать в угол страну, да, тут обманный мирный договор, для того, чтобы потом еще больнее и сильнее ткнуть. Вопрос у нас звучал, когда начнутся основные вручения повесток и вызова в военкомат. Здесь говорится про осень вообще, да, когда деревья уже отцветают, шестерка пентаклей, дерево отцвело, дерево дало свои плоды, и плоды должны упасть на землю, да, видите, здесь ведьма подошла к дереву, ведьма тыкает палочкой в дерево, дерево плачет кровавыми слезами, и плоды вот-вот скоро упадут, да, она тыкает его для того, чтобы плоды быстрее упали. Ну давайте быстрее плоды, когда же вы упадете, да, когда же вы пентаклики упадете с дерева. Это про осень говорится. Тут осень будет самое такое жесткое время года, когда начнется вот это вот самое вторая волна мобилизации, когда уже начнут вручать вот эти повестки, и постепенно будет введена эта уголовная ответственность. И здесь еще говорится про некое заключение России, ну, видимо, с Украиной, я так понимаю, да, с кем мы сейчас, собственно говоря, проводим сию военную операцию. А здесь будет некое заключение договора России, мирное заключение договора на время, для того, чтобы еще больше загнать в угол такое ощущение, что врага, да, так скажем. По Луне это будет некая манипуляция, на которую должна будет купиться Украина. Но это не факт, что она купится, да, ну, то есть, понимаете. И тут заключение мирного договора, знаете, как ребенку конфетку пообещать, а потом вот обмануть его и не дать эту конфетку по детской карте, да, ну, что как ребенок в конце концов поверил моим обманным манипуляциям, а мы тебя за то, что ты поверил, мы тебя загнали в угол, никакого мирного договора на самом деле с нами у тебя заключено не будет. Это вот рассказывают мне карты почему-то об этом неком якобы мирном договоре, который будет заключен осенью, в начале осени, я так понимаю, потому что плоды с деревьев падают как раз вот яблоки вот эти все, да, падают, листья вот эти все падают, они как раз вот, ну, сентябрь там, да, середина сентября, может быть, вот так. И про уголовную ответственность мы, собственно, говорили, когда будет введена, да, когда будут вручать повестки. Когда будут вручать основные повестки осенью, уголовная ответственность будет введена чуть позже, ну, может быть, октябрь, вот так вот. Вот такие дела, дорогие мои. Ведут ли ограничения на введение транспортного средства за уклонение от мобилизации? Сюда же входит и запрет на кредиты, на оформление недвижимости на себя в собственность, да, на оформление ИП, ООО и так далее. Ведут ли ограничения за уклонение от мобилизации в Российской Федерации на транспортные средства, на кредиты, ООО, оформление недвижимости на себя? Ведут ли эти ограничения людям, которые будут уклоняться от второй волны мобилизации? Те ограничения, которые нам всем так обещали. Ведут ли их? Да, вы знаете, да, но не до конца. Объясню. Тройка кубков, четверка пентаклей и семерка мечей. Не все то, что хотелось бы сделать, не все то, что так хотелось бы отпраздновать. Здесь по тройке кубков празднуют свою некую победу. 3 человека и идут в итоге на дно. Да, то есть они вроде как и хотели бы отпраздновать, но идут на дно вместе со своими идеями, вместе со своими законами, потому как вот что-то не получится. Вот что-то не получится из-за их собственной жадности. Здесь вот что-то про деньги. Такое ощущение, вот как будто бы нужно потратиться как-то для того, чтобы показать народу, как они их сделали, так скажем, да? Тут, проще говоря, не введут до конца. Что-то введут и что-то не введут. Потому что это им очень дорого обойдется, даже дело не в деньгах, а дело, наверное, все-таки то, что придется какую-то очень большую трансформацию провести, да? То есть очень придется, может быть, каких-то много бумаг подписать. Они к этому сейчас не готовы, да? То есть они знают, они понимают прекрасно, что люди сейчас настроены очень воинственно по тузу мечей. То есть меч у людей наготове. У людей наготове меч к тем людям, которые это все создают, собственно говоря, да? И они понимают прекрасно то, что здесь придется попотеть, здесь придется совершить такую невероятную трансформацию для того, чтобы выйти
в настоящее солнце, но это солнце для них очень испепеляющее. Они очень много потратят сил, энергии, возможно, каких-то даже ресурсов, я про деньги говорю, да, для того, чтобы доказать честному народу по семерке мечей, то, что они вот такие вот глотатели шпаг. Здесь человек глотает шпаги, но на самом деле таким замечательным глотателем шпаг не является. Он, видите, он и лежит в неудобной позе, шпага у него просто пройдет насквозь, просто проткнет его, но он все равно пытается показать людям то, что он такой замечательный фокусник. И вот тут точно так же сейчас те люди, которые создают эти законы, пытаются ввести эти ограничения, они пытаются показать народу, вот что вот они, видите, я все могу, я все умею, да, но на самом деле все далеко не так, и многие их начинания в плане этих самых ограничений пойдут на дно вместе вот с этой тухлой рыбиной, которая тянет их на дно, потому как здесь еще нужны какие-то ресурсы, здесь нужна полная абсолютно трансформация, которая их испепелит, да, солнце здесь испепеляющее, солнце здесь нехорошее. И они знают то, что люди настроены воинственно. И здесь какие-то нововведения будут, какие-то ограничения, а каких-то все-таки нет. И здесь очень такие старшие арканы идут не в их пользу. То есть здесь 3 младших аркана, 3 старших аркана. Но и 3 младших аркана не в их пользу, и 3 старших аркана не в их пользу, потому как здесь и люди против них, да, и трансформация нужна капитальная, и солнце, простите, и солнце испепеляет, сейчас секундочку, микрофон перевешу, вот так. И солнце испепелять будет, да, ну к чему? Потому что понадобится очень много сил, энергии, ресурсов затратить для того, чтобы эти все ограничения ввести. То есть если уголовную ответственность ее проще, да, как я понимаю, по картам подписать, как-то сделать это все, то здесь ограничения вводить придется либо очень долго и муторно и тяжело как-то, потому как смерть это глубокая трансформация. И здесь люди будут настроены крайне окажут какое-то сопротивление даже, да, то вводить будут не все ограничения. Вот какие-то очень легкодоступные могут вести. Даже те же самые кредиты, да, ну, не сможешь ты кредит оформить на себя. Ну, бывает такое, что тебе в банках отказывают. Ну, бывает, да, но ты же за это не судишься с банком. Ну, собственно говоря, если у тебя уже отнимут там, допустим, я не знаю, ту же самую недвижимость не дадут на себя записать, или то же самое ИП, то, возможно, ты там свои когти, свои зубы покажешь, да, государству. Ну, тут вот об этом речь, понимаете? Тут не все ограничения будут введены. Это очень дорогого стоит, так скажем, и дело даже не в деньгах. Когда начнутся основные вручения повесток, мы об этом поговорили. Так, сколько еще волн мобилизации будет? Я все ваши вопросы просто записала. Сколько еще волн мобилизации всего будет в Российской Федерации? Сколько еще волн мобилизации будет в Российской Федерации? Сколько еще волн мобилизации? Ну, вот это вторая волна, да, будет сейчас, будет в Российской Федерации. Сколько еще волн мобилизации будет в Российской Федерации? Тут говорится, как бы пока они всех под себя не переделают, пока все не станут сильно их бояться, да, и пока сами не будут просить, опять-таки, сами проситься и идти на войну. Тут очень интересно так все, да, сделано. Но вообще до конца новой жизни здесь последняя карта это десятка жезлов. Десятка жезлов это переход в новую жизнь. До тех пор, пока не закончится война, да. Сейчас мы посмотрим, когда все-таки война закончится, так как этот вопрос назрел сам собой. Десятка жезлов до той степени, пока вот вам не станет совсем тяжело, и пока мы не перейдем все к новой жизни. К новой жизни. Тройка пентаклей говорит о том, что пытаются вот переделать под себя народ, да, пытаются переделать под себя, времени так мало, но мы пытаемся переделать под себя народ, а народ, не соглашается. Вот не все соглашаются переделаться. Понимаете, вот здесь об этом говорится. Сколько волн еще мобилизации будет, пока мы всех под себя не переделаем, и пока вы вот из этой самой позы верховной жрицы не выйдете в шестерку пентаклей и не станете сами у нас просить, чтобы вот, ну, грубо говоря, чтобы пойти на эту самую войну, да, пока вы не перестанете от нас прятаться, пока вы начнете здраво, вот как эта королева пентаклей мудрая рассуждать, но на самом деле королева пентаклей здесь не мудрая, королева пентаклей здесь эмоциональная очень, да.
И интуиция у нее спит, посмотрите на нее. Она только и знает то, что своих деток кормить, поить, да, и за денежкой следить. То есть пока вы не выйдете в мудрую королеву Пентаклей, не перестанете прятаться, не пойдете сами просить у нас помощи, не придете сами на мобилизацию, пока вы не прекратите говорить нам нет, и мы не переделаем вас под себя, и пока война не закончится, волны мобилизации будут. Понимаете, вот в чем тут дело. А когда закончится-то уже наконец? Сколько еще будет длиться сие недоразумение? Военная операция, так скажем. Когда закончится война России с Украиной? Когда закончится война России с Украиной? Раз уж этот вопрос назрел, его не было, но я думаю, что все хотят знать, когда закончится война России с Украиной. Когда закончится война России с Украиной? Все говорит о подписании некого мирного договора через, сейчас я вам объясню, паш Пентаклей, туз жезлов и четверка жезлов. Так, здесь, смотрите, у нас здесь много жезлов, да, у нас здесь туз жезлов, самая большая карта у нас в колоде это туз. Жезлы, да, в принципе, достаточно быстро могла бы закончиться война, если бы они подписали с нами мирный договор со смертью, да, если бы они вот подписали с нами сейчас мирный договор по двойке кубков, вот она бы закончилась очень быстро, да, а так по пажу Пентаклей они все пытаются что-то там вот, они все уже без ног, без рук, они все уже состоят из железок, а все равно пытаются нам перечить. Это так говорят, да, как бы сторона, которая затеяла войну. Так говорит сторона, которая затеяла войну. То есть по тузу жезлов вообще должна была закончиться быстро, в их понимании, но последняя карта у нас кубки, тоже не так долго, да, но до конца 2024 года здесь говорится о том, что закончится, то есть здесь ждать не так долго осталось, здесь, максимум год и два, может быть, да, если брать, допустим, четверку жезлов и двойку кубков, то это вообще говорится про 6 месяцев. Но не факт то, что здесь далеко не факт то, что Украина заключит тот самый мирный договор, который Россия от нее ждет. Здесь по четверке кубков, по четверке жезлов и по двойке кубков идеальная картина мира, какая должна случиться в Российской Федерации. Идеальная картина мира по ее картине, по картине Российской Федерации сейчас, то, что сейчас Украина на все пойдет, лишь бы сдаться, да. По восьмерке мечей она и так натерпелась, она и так много повидала, давай уже заключай с нами мирный договор, да. Вообще по жезлам, коих здесь больше всего, по жезлам достаточно быстро, но не менее года, вот так. То есть все, кто говорят, что в апреле закончится или в конце этого года, нет, еще не закончится. Будет некое заключение подобия мирного договора на некоторое время, там даже на какие-то, возможно, праздники или на какие-то, возможно, 2 месяца, да, будет заключение мирного договора, возможно, на какие-то 2 месяца. Но это такой очень обманный какой-то договор, мы с вами уже вытаскивали в предыдущем, не предыдущем раскладе, а вот я сейчас вытаскивала, да, то, что заключение некое обманное будет мирного договора, да, по двойке кубков может быть на 2 месяца. Но по четверке жезлов идеальная картина мира не состоится, как видит ее Россия для себя. И сколько еще волн мобилизации будет до тех пор, пока не закончится война, да, и когда война закончится не раньше, чем через год. Здесь однозначно. Здесь никаких до конца года, никаких в апреле месяце, тем более не может быть. Не меньше года это точно. По жезлам это, конечно, быстро, но для войны это достаточно быстро год. То есть они придут к какому-то общему умозаключению, какому-то общему решению, которое понравится обеим сторонам. Вот это точно. То есть мирный договор некий будет сейчас, но он будет такой туманный, обманный, но потом они придут к заключению мирного договора. Кто-то, конечно, останется в дураках, да, и всегда у нас так бывает, но тем не менее.
Далее, вопросы про банки и про деньги, да, в целом в Российской Федерации. Карты, скажите нам, пожалуйста, что будет с российскими банками до конца 2023 года? Очень такой часто задаваемый вопрос. Что будет с российскими банками до конца 2023 года? Что будет с российскими банками до конца 2023 года? Закроются, не закроются? Надо ли оттуда вклады вытаскивать, не надо ли? Что будет с российскими банками до конца 2023 года? Что будет с российскими банками до конца 2023 года? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Очень многие банки покажут фигу и язык, ну это я так, да? Очень многие банки лопнут, да, просто, ну не особо крупные, кстати, здесь банки показаны, да, то, что лопнут до конца 2023 года, какие-то коммерческие, какие-то такие, ну, как говорят, они все под государством, да, не коммерческие, коммерческих банков нет вовсе, ну, какие-то такие мелкие банки, по пятерке здесь вообще очень мало старших арканов, только король жезлов и рыцарь пентаклей, да, здесь говорится о том, что по пятерке мечей, простите, какие-то некрупные банки, у людей, у которых есть некие некрупные вклады, да, вот они могут лопнуть до конца 2023 года. Да, там какие-то будут заключены неправильные договора, люди начнут бояться, люди начнут думать, что делать, забирать свою денежку из банков и не забирать. Забирайте эти деньги, у которых есть небольшая такая средняя денежка или большая денежка, да, в тех банках коммерческих, да, мелких, это такие как Уральский банк реконструкции и развития, там, я не знаю, да, какие еще там банки есть, но не Сбербанк, не Альфа-банк и не ВТБ, да, не крупные банки. Крупные банки до конца 2023 года будут держаться ровно. Вот это крупные банки по королю жезлов, вот те самые вкладчики, которые идут рука об руку с этими крупными банками, да, а те, кто в коммерческих банках держит деньги, потерпят некое крушение, и их денежки могут не вернуться им, и поэтому бояться не стоит, нужно просто забирать свои деньги из банков коммерческих, ну вот этих вот мелких банков, да, там Уральский банк, там не знаю какой еще там МДМ банк, какие там есть вот эти мелкие банки, я не очень разбираюсь, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, все крупные банки, какие на слуху, Почта банк, рекламы которых пестрят всегда и везде, они точно не лопнут, ну до конца 2023 года, по крайней мере, это 100%. Пока все стабильно с крупными банками. Мелкие потихоньку начнут давать сбой. Что будет с экономикой в Российской Федерации до конца 2003 года? Главный вопрос, обесценятся ли деньги, будет ли дефолт? Обесценятся ли деньги, будет ли дефолт? В России в 2023 году. Будет ли дефолт? Обесценятся ли деньги в России в 2023 году? Будет ли дефолт в России в 2023 году? Не-а. В 23-м не будет, потому как здесь, знаете, что идет? Здесь не дефолт, здесь как будто деньги другие. Здесь дефолта не будет, здесь деньги другие. Здесь, ну да, наверное, деньги те, которые есть сейчас, они обесценятся, но они перейдут у народа в другие деньги просто, вот так вот. Здесь не дефолт как таковой, да, ну, возможно, это и на дефолтом попахивает, да, я не так сильно разбираюсь в теме экономики, честно вам скажу, я просто раскладываю карты сейчас, да, по вашим вопросам, но здесь говорится о том, что деньги будут печататься другие, и эти деньги будут иметь высокую ценность. А те люди, которые вот очень сильно переживали вот за, видимо, цифровизацию, да, здесь про цифровизацию, она будет постепенно вводиться до 2023 года. Люди будут паниковать, потому что они не знакомы с этой цифровизацией и так далее и тому подобное, будут критиковать эту цифровизацию, будут отвергать ее, но, тем не менее, она будет введена до конца 2023 года. Цифровизация, она уже постепенно вводится. То есть здесь говорится не о дефолте конкретно как таковом, а о других деньгах.
другие деньги. Что будет с долларом в России до конца 2023 года? Сейчас, секунду, я посмотрю, у меня записывается или нет. Включилась просто. Да, все нормально. Что будет с долларом в России до конца 2023 года? Что будет с долларом в России до конца 2023 года? Можно ли будет его обменивать, там как-то держать, да, нельзя ли будет ли он падать, или наоборот он повысится в цене, продавать, покупать, держать ли доллары, да, запретят ли его в России, что будет с долларом в России до 2023 года. Тут говорится о том, что вырастет он вырастет, но будет какое-то нововведение о том, что просто ножом, серпом по яйцам, да, ножом в сердце будет для людей, у которых есть доллары, которые обменивали доллары и так далее. По страшному суду так должно было случиться, по 20-му аркану. Доллар вырастет в цене по королю Пентакли, он станет выше, он станет больше там 100 рублей, да, но придет какой-то новый закон к нам, когда люди совершенно не будут этого ждать по 8 жезлов, о том, что людям очень больно прям ударит по их финансам, да, так сказать, и люди будут думать, что же им делать. Ну да, здесь говорится о том, что можно будет только следить за долларом. Что значит только следить за долларом? Это значит не держать его в руках, только следить за ним, да, такое ощущение, как будто будет запрет на доллар. Запрет на доллар по десятке кубков. Десятка второго у нас всегда переход в некую новую жизнь. Это некий новый закон, в котором мы окажемся без доллара, дорогие мои. То есть здесь доллар, такое ощущение, как будто пойдет в запрет в Российской Федерации. До конца 2023 года, начало января, вот так. Я бы даже говорила не летом, не осенью, а вот конец прям самый, и вот эти нововведения, может быть, предновогодние или посленовогодние, да, вот как обычно любят, вот после январских праздников нас вот вывалить на нас вот это все. То есть доллар, да, повысится в цене, но люди будут заниматься совершенно другими делами. Это, скорее всего, вот после предпраздничной суетой или после праздника некой суетой, да, когда им придет вот это нововведение, что разобьет им просто сердце. Они не будут этого ожидать, но по страшному суду так должно было случиться. Мы должны будем уйти в новую жизнь, и по пажу мечей мы сможем только наблюдать за ростом или снижением доллара, или вообще за долларом. Его как такового не будет. И последний вопрос по категории банки деньги. Рост цен до конца 2023 года. Рост цен в Российской Федерации до конца 2023 года. Ожидать ли рост цен до конца 2023 года? Ожидать ли рост цен до конца 2023 года в Российской Федерации? Да, цены будут расти. Рыцарь жезлов, шестерка пентаклей и четверка пентаклей. По рыцарю жезлов люди будут протестовать, но протестовать не так, чтобы очень сильно. Да, рыцарь — это человек, который вроде бы идет в атаку, но после забывает обо всех своих атаках, да, после он как бы сидит тихо, мирно, и по рыцарю жезлов люди начнут негодовать и возмущаться таким образом, что придется брать какие-то кредиты, да, даже придется как-то одалживать деньги, да, потому как денег не будет хватать. По четверке пентаклей денег не будет хватать, потому что жадные люди в виде государства, да, здесь государство, жадное государство завысит рост цен, да, чему будет очень рада. По нечестному правосудию. Нечестное правосудие в безумной луне. В безумной луне вообще правосудие нечестное. По нечестному правосудию они будут гулять, кутить, радоваться, что все так замечательно у них складывается, что они пожадничали и цены выросли, и что людям приходится брать какие-то кредиты, да, брать какие-то долги, возможно, просить у кого-то, потому что денег
катастрофически будет не хватать, особенно у тех людей, которые получают по 30, по 40 тысяч рублей, да, рост цен будет такой достаточно серьезный до конца 2023 года. Если у вас есть какие-то вопросы по мобилизации, по банкам, по деньгам, да, по цифровизации и так далее, да, то вы задавайте вопросы в комментариях, возможно, мы сделаем еще одно видео. Итак, социальные сети. Что я хотела бы затронуть в теме социальных сетей? Многие меня спрашивают, заблокируют ли iPhone, заблокируют ли YouTube и заблокируют ли систему Google. Система Google тоже очень важна, потому как если она не будет работать у нас, да, в Российской Федерации, то наши телефоны, даже не iPhone, а те, которые Android, перестанут обновляться и, соответственно, грошем цена после этого. Итак, iPhone заблокируют в Российской Федерации до конца 2023 года. Заблокируют ли iPhone в Российской Федерации? Давайте так, не до конца 2023 года, а 2023-2024 год. Заблокируют ли iPhone в Российской Федерации в 2023-2024 году? Заблокируют ли систему iPhone в Российской Федерации в 2023-2024 году? Нет, не заблокируют. Тут говорится о том, что по тузу мечей, по шестерке мечей и по двойке пентаклей, о том, что компания Apple придумает что-то новое за место айфонов. Это будет какая-то новинка, какая-то супер-пупер новинка по тузу мечей, по шестерке. Давайте я вот так вот с конца, наверное, начну. По семерке мечей здесь... перед народом как-то будут выделываться, да, выделываться в каком плане, сделать что-то такое, чего еще не видел народ. Будет что-то такое, чего не видел народ, именно компания Apple это придумает. И для Российской Федерации очень будет непросто, конечно, принять решение, но денежка будет такая хорошая. Поэтому iPhone на территории России не заблокируют. Там денежка будет хорошая и для первой, и для второй стороны. То есть те, кто придумают что-то новое, это будет называться не iPhone, а какие-то другие гаджеты. Их придумают уже очень скоро, не в этом году, но в следующем. И это будет хорошая денежка и для компании Apple, и для России. Поэтому здесь будет что-то новое по шестерке мечей. По шестерке мечей человек улетает во что-то новое и избавляется от старого. И несмотря на то, как бы якобы страны друг на друга не обижались по королеве мечей, да, это нововведение, оно будет полезно всем. И вот это нововведение, оно будет в следующем году. Какой-то новый гаджет, который они ввели. По тузу мечей это прямо что-то невероятное, что-то сногсшибательное, что-то то, что срубит всем просто голову, снесет просто всем голову. И по семерке мечей это то, ну, как хотят вот перед народом как-то вот... Хочется матюкнуться, но не буду. В общем, перед народом хотят вот выставить это в каком-то новом свете, вот эти гаджеты, да, и по тузу мечей это будет что-то невероятное, что-то новое, совершенно то, чего не видел белый свет. И для России, для двух сторон, для России, для Америки, для компании Apple это будет очень выгодно, продажа у нас вот этих гаджетов, и, соответственно, для России это тоже будет выгодно по деньгам как-то. Императрица здесь в данном случае как Россия, да, выступает. Обижались они друг на друга или не обижались, эти две страны, это не важно. Здесь главным образом деньги и что-то новое, да, то есть Российская Федерация будет скупать эти гаджеты просто тоннами, да, это будет что-то новое, совершенно не похожее на iPhone, но тоже от компании Apple. Поэтому заблокируют ли iPhone в 2023-2024 году? Нет, будут какие-то новые гаджеты введены, и в Российской Федерации они будут продаваться с радостью. Далее, YouTube заблокируют. Заблокируют ли YouTube? Заблокируют ли YouTube в 2023 году? Давайте так, 2023-2024 год. Заблокируют ли YouTube в 2023-2024 году на территории Российской Федерации? Заблокируют ли YouTube в 2023 году, в 2024 году на территории Российской Федерации? Заблокируют ли YouTube в 2023-2024 году на территории Российской Федерации?
воплотят свои коварные планы в жизнь во второй половине года следующего. Вторая половина следующего года – это конец 2024 года. Смогут воплотить свои коварные планы в жизнь только в конце следующего года. Это вот половина говорит о следующем конце года, о конце следующего года. Дьявольские планы, эмоциональные, которые разобьют людям сердце. Очень многие люди будут недовольны, да, по королеве жезлов этими планами, но тут какая-то новая будет система введена, да, в Российскую Федерацию, которая будет приносить больше даже денег, да, больше каких-то ресурсов, чем YouTube, и в конце следующего года, да, заблокируют. То есть в этом году, в начале следующего года нет, не получится. Они очень хотят сейчас, но не получается сейчас. И вот это вот печальное известие по восьмерке жезлов в конце следующего года ожидает нас всех, россиян, да, и будет какое-то нововведение, да, которое будет приносить более, канал будет более успешный, будет как-то больше денег приносить именно вот для Российской Федерации. Но люди будут неистовать, да, люди будут очень, конечно, воинственно настроены, да, потому как YouTube закроют, многим это разобьет сердце, многие не смогут зарабатывать, да, как-то без Ютуба, хотя и нет монетизации, но сейчас есть какие-то другие способы, да, для зарабатывания на YouTube канале, поэтому дьявольские планы воплотятся в жизнь, но только в конце следующего года. Закроют ли YouTube? Да, но не так скоро, как им хотелось бы. Заблокируют ли Google? Систему Google. Заблокируют ли систему Google? Какое-то нововведение вот будет. Даже не YouTube, не Рутуб, это что-то вообще новое абсолютно для Российской Федерации. Заблокирует ли Google? Google систему на территории Российской Федерации в 2023-2024 году. Заблокирует ли Google на территории Российской Федерации в 2023-2024 году? Тут тоже говорится о конце следующего года. Да, но здесь будет какая-то новая система, какая-то российская. Здесь сейчас стоит выбор между тем, чтобы заблокировать прямо сейчас или подождать, посмотреть еще пока, да, проследить за людьми, да, и потом только в конце концов уже принять свое твердое решение, да, по королю мечей. Здесь пока идет выбор, делать или не делать, да, или пока посмотреть за народом, да, что как. Но в конце концов, к концу, опять-таки, даже не к концу, к середине следующего года, 24 года, это где-то лето, будет введена какая-то новая система по пажу жезлов. Паж жезлов говорит о какой-то новой системе, не похожей на Google, какая-то наша российская система, не американская. Да, Google тоже уйдет постепенно, но в конце, тоже, не в конце, а в середине 24 года. Тут пока идет выбор, делать прямо сейчас или пока посмотреть, пока что не делают, потому что пока смотрят, пока еще нет, видимо, еще не настроена наша система, да, какая-то российская. Пока наблюдают, но потом в конце концов примут твердое решение и, да, начнут все с нуля, начнут все с какой-то новой системы. Это будет не Google, а будет что-то уже другое, что-то российского происхождения. Изолируют ли сеть интернет в России и сделают ли ее подконтрольным государством, ну, чтобы вот следить как-то за нами, да, за всеми. Ну, я думаю, что за нами и так все следят. Изолируют ли сеть интернет в России и сделают ли ее подконтрольным государством, знаете, чтобы вот только государство могло управлять этой сетью интернет в целом. Изолируют ли, простите, сеть интернет в России и сделают ли ее подконтрольным государством. Да, да. Да, собственно говоря, вот эта сеть, которая появится вместо Google, примерные карты выпали, да, те же самые, по какой-то не очень хороший договор будет, да, заключен, где можно будет следить за людьми через какую-то сеть, вот эта новая сеть как раз-таки, где можно будет переделать всех под себя, по десятке пентаклей, по очень хитрой, спланированной игре. Да, здесь будет какая-то абсолютно новая сеть интернет, где изолируют ее и сделают людей как вот такими вот пешками
в какой-то игре. Но это будет в середине 24-го, к концу 24-го года, когда уберут Google, и будет какая-то своя сеть, где вот будут просматриваться, наверное, все то, что вот, да и так, в принципе, сейчас видно по Google, да, но там будет какое-то вот подстраивание людей под себя, переделывание людей под себя с помощью вот системы интернет. Тут какая-то умная система интернет будет российская система, но где вот людей будут как-то переделывать под себя. Как это пока будет, я не понимаю, но это будет. 46 минут у нас уже видео идет, я поэтому тороплюсь немножко, чтобы вы посмотрели весь ролик, потому как я знаю, что вы длинные ролики не любите смотреть. Последний бонусный вопрос касаемо ковида. Будут ли новые ковидные ограничения или тема с вирусами в принципе в прошлом? Ну, давайте так посмотрим для того, чтобы точно знать. Будут ли новые ковидные ограничения или тема с вирусами вымерла уже и в прошлом, да? Будут ли какие-то вирусы вообще новые, возможно, да, в Российской Федерации и в целом в мире? Тут уже не только про Россию мы говорим, да, тут уже мы говорим про мир. Будут ли какие-то новые ковидные ограничения или тема с вирусами? Простите, или тема с вирусами закрыта. У нас одна карта на самом деле выпала так нормально. Опять дьявол, да? Будут ли... Дьявол прям так рвется. Будут ли новые ковидные ограничения или тема с вирусами закрыта? Ну, очевидно, что не закрыта по дьяволу. Будут ли новые ковидные ограничения или тема с вирусами закрыта? Давайте так, до конца 2024 года. Будут, конечно. После того, как будет заключен какой-то мир будет заключен не скоро, как я вам уже говорила, это, скорее всего, мир с Украиной, да, после того, как кто-то будет праздновать мир, к которому очень долго шли, мирный договор, к которому очень долго шли, будут введены некие ограничения, опять-таки, тут дело касается детей, какая-то детская болезнь, не ковид, но касаемо вот детей. Тут какая-то детская болезнь, новая болезнь, которая будет вновь введена по дьявольскому решению, по дьявольскому договору. Опять какая-то новая болезнь, что-то наподобие ковид, но уже касаемо деток. После того, как будет заключен мир, которого так долго ждали. Как мы уже говорили, мир будет до конца 2024 года, Россия с Украиной, да, ну как мир, договор будет подписан, да, мирный. После этого будут какие-то новые ограничения, но здесь уже будет что-то с детьми связано. Какая-то болезнь, связанная уже с детьми. Детей будет как-то поражать. Итак, с нами сегодня были карты Безумной Луны. Спасибо вам большое, карты, что ответили нам на все наши вопросы. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях под видео. Я их очень жду, всегда на них отвечаю. Стараюсь, по крайней мере, ответить на все ваши вопросы. И я очень вас люблю, и до новых встреч!